Что не делает испанец или испанка? Чем их поведение отличается от русскоязычных жителей? Привет, друзья! Сегодня мы разберемся в этих вопросах. И я нахожусь на одном из самых красивых пляжей провинции Малага, пляж Буряна. Находится в городе Нерха. Ну что, поехали! Первое, что хочу отметить, мы сейчас находимся на пляже, и вы видите за мной огромное количество зонтиков. Это только начало дня, потом весь пляж будет в зонтиках. Никакой андалусиец не придет на пляж без зонтика. Это 100%. Особенно если днем. Сейчас, пока еще солнце не сильно, еще есть некоторые люди, которые без зонтов. И в чем особенность? Я помню, мы ездили в прошлом году, летом, на север Испании, в Астурию, там красивейшие зеленые пляжи. И мы попали в дни, когда было достаточно жарко и солнечно. И мы единственные были на пляже с зонтом, потому что люди там наслаждаются солнцем, они просто ловят эти солнечные дни. Мы попали, может быть, к примеру, это был один солнечный день в месяце, и они им наслаждались и принимали солнечные ванны. И только мы сидели за столиком с зонтом. На нас странно люди смотрели. Сразу нас выдалось, что мы с юга Испании, а не с севера. Следующий момент, который я хочу отметить, наверное, кто был в Испании, все знают, что испанцы просто обожают и любят детей. Наверное, поэтому они не делают им ни замечания, ни шлепают. Здесь это не принято. То есть с ребенком разговаривают, как если бы это взрослый. С ним очень вежливо объясняют ему что-то, но не кричат. Причем это не только для своих детей, чужих детей также ты не можешь ругать за плохое поведение. И это закреплено даже в законе. То есть если кто-то из знакомых или вообще просто какие-то соседи, люди на улице увидят, что вы кричите на своего ребенка, они могут вызвать полицию. Что именно грозит, я не знаю, но написать заявление на вас могут. Так что будьте очень осторожны и не ругайте никогда чужих детей в Испании. Поэтому из этого что вытекает? То, что дети в кафе бегают, носятся, никто им не делает замечания, все время шумно. Испанцы так шумные, дети еще добавляют больше шума. И плюс детям позволяется многое. То, что, мне кажется, в наших странах не так принято. То есть испанцы обожают ходить в кафе, и дети, соответственно, с ними ходят там с самого младенчества. Это может быть и 12 ночи, и час ночи, и ничего страшного. То есть не то, что никто не думает, что нужно в 9 вечера быстро идти домой, чтобы положить ребенка спать. Ребенок может также спать там под громкую музыку, под шум соседей, под шум кафе, неважно. Также, что еще не делают испанцы, это они не вешают ярлыки на людей. То есть неважно, ты там голубой, ты нормальной традиционной ориентации, либо ты работаешь каким-то там уборщиком, либо подметаешь улицу. И это вообще абсолютно не важно. Любая работа тут ценится и не обесценивается. То есть люди не принижают другого и относятся с уважением ко всем. И это, я считаю, очень замечательно. И, кстати, уборщики улиц зарабатывают прилично. И эта работа вообще относится к госслужбе, и многие на нее мечтают попасть. Так что это не как у нас. Ой, если будешь плохо учиться, пойдешь работать дворником. В Испании это не так. Это достаточно даже престижно, я бы сказала. То есть зарплата достойная, на нее можно жить. Следующий пункт, что испанцы не делают, они никогда не спрашивают о том, сколько ты зарабатываешь. Это просто неприлично и не принято. И даже у близких друзей можешь примерно догадываться, то есть примерно уровень знать, но точную зарплату ты не знаешь. Обычно только, может быть, самый близкий, то есть у семьи, там, у близких родственников только ты знаешь зарплату. Это вот так здесь. Поэтому, если кто-то, допустим, из иностранцев захочет спросить у испанца, так, между делом, что-то, сколько ты зарабатываешь, и как-то это будет не понято или будет с большим удивлением принято. Следующее, что хочу отметить, испанцы хорошо относятся к иммигрантам. То есть страна очень интернациональная, они привыкли к туризму, то есть сколько последние года огромное количество туристов тут живет. Англичане, немцы, русскоязычные, огромное количество национальностей. Но есть особенность. Не ко всем все-таки иммигрантам они относятся одинаково. Есть такие иммигранты с ближайшей страны Марокко, как их тут называют, морос, и к ним относятся не очень. И часто пренебрежительно называют морос, хотя морос на самом деле просто переводится арабы, но для испанцев, когда они это называют, обычно это в пренебрежительном значении, по крайней мере в Андалусии. И почему так происходит? Потому что эти мигранты, они не стремятся ассимилироваться, они не стремятся работать. То есть они что хотят делать? Они вырывают из своего Марокко, своей неблагополучной жизни и живут по своим правилам здесь, в Испании или в Андалусии, например. То есть они живут часто на пособие, они стремятся найти работу,
Поэтому и к ним такое отношение. Если, допустим, вы прогуляетесь, не знаю, по отелю, вообще по городам, посмотрите, вообще много ли вы найдете марокканцев, которые работают. Я лично знаю таких очень мало. Это либо какие-то хорошие марокканские кафешки, то есть с кухней. Также знаю, например, в Малаге есть в центре города улица Кая Нуэва, она параллельно Кая Лариас. И там уже, не знаю, огромное количество лет один марокканец продает такие благовонные палочки, которые, допустим, в церквях также зажигают, там на Семану Санту. И если вы пройдете по этой улице, практически, мне кажется, каждый день, то есть я ее часто вижу, то есть по запаху определите, он там один, больше там никого нету. А так, больше я даже никого не могу назвать. Там один марокканский ресторан мы ходили, и так я не встречала марокканцев, чем они занимаются. Очень многие реально живут на пособие. Что еще не делают испанцы? Следующим пунктом я отметила, это общественный транспорт. Они в нем не уступают места никому, ни женщинам, ни пожилым, ни беременным. Это просто не принято. С чего это пошло? Конечно же, в первую очередь, это феминизм. Потому что если мужчина будет уступать место женщине, то есть она может себя почувствовать ущербной, то есть что я не такая, как ты, то есть что у нас неравные права, то есть я какая-то бессильная и так далее. То есть, это в Испании очень сильно развито, поэтому мужчины не уступают место женщинам. Но, с другой стороны, мне непонятно, почему это распространяется также на беременных. То есть, это не часто. То есть, если девушка попросит, да, ей уступит. Но такого, чтобы любой сразу увидел беременную и уступил место, нет. И даже пожилым. Пожилым немножко другая ситуация. То есть, очень-очень пожилым, да, я видела, уступают места. Но также то, что тут люди себя чувствуют молодыми, то есть там и в 60, и в 70 лет. То есть они воспринимают это как? Если ты уступаешь место, что я такой старый, что не могу постоять. Но, конечно же, все в пределах разумного. Естественно, если видно, что человеку ему очень тяжело там, и ему уступает. Но чаще всего нужно просить. Нет такого, то есть как у нас, то, что все подряд уступают места. Вот такая Испания. А вас что удивило в Испании? Также не забывайте писать в комментарии. Мне интересно ваше наблюдение. Может быть, что-то я не заметила. Наверное, многие знают, что испанцы не разуваются в гостях, да в принципе и у себя дома. Хотя эта привычка немножечко поменялась после пандемии. Я сужу это по моим друзьям. Особенно в самый первый год, когда только пандемия немножко начала ослабевать, мы приходили к друзьям, и мы либо разувались, либо даже меняли обувь. То есть часть людей реально задумывалась о чистоте в доме, но мне кажется, сейчас опять это чуть-чуть уже ослабилось, уже как-то пандемия прошла, как будто ее и не было, и все свободно. В принципе, люди не разуваются. Хотя я приучила свою испанскую семью разуваться у нас дома. У нас теперь для всех есть тапочки. После того, как один раз они после пляжа мне устроили кучу песка дома, я сказала, все, теперь мы все перебываемся. Мы с мужем всегда разувались, но когда к нам приходили родственники, такого не было. Теперь это правило у нас изменилось, и я этому очень рада. Как бы они не говорят, что у них на улице чисто, я так не считаю. Всякие там собачки оставляют, то пыль, много чего. Конечно, не так грязно, как в России, например, после дождя, но все равно я не считаю, что супер чисто. Ну и если мы заговорили о гостях, у испанцев не принято ходить в гости. Они предпочитают ходить в бары, в рестораны и там встречаться. Даже с близкими друзьями очень редко мы ходим кому-то домой. Поэтому также не сильно принято что-то приносить в гости. Максимум это будет бутылка вина. Можно прийти с пустыми руками, такого, чтобы приносить десерты. Это немножко странно. Нет, никто не обидится, никто не будет там удивляться, но никто не будет приносить. Если только, конечно же, вы договорились заранее, или там, может быть, устраиваете какую-то вечеринку, там каждый что-то приносит, да, такое будет. Но если просто вы зашли в гости к другу, там, то есть не нужно там приносить что-то на чаек, если вам хочется, конечно, приносите, но никто не обидится, если вы вообще придете с пустыми руками. Это здесь нормально. И вернемся к работе. Помните, я много раз уже говорила, что у испанцев самая главная фраза – это «no pasa nada», то есть ничего страшного, либо «disfrutar la vida», то есть наслаждаться жизнью. Поэтому для них самое главное именно жить, их семья, удовольствие, а не работа. Работа – это какая-то часть жизни, и не нужно на нее тратить все время. И поэтому очень строго, то есть нельзя звонить своим коллегам во время обеденного перерыва, сиесты, либо выходные. Хотя есть, конечно же, бывают некоторые фирмы исключения,
Например, там один начальник моего мужа, ему звонят в любой вообще абсолютно день, потому что он за многое ответственен. Но это просто потому, что в его фирме так устроено. Далеко не везде так, и даже начальникам не звонят в нерабочее время. То есть испанцы вас не поймут, если, к примеру, вы позвоните там, с 2 часов дня там, до 5 вечера или до 4, то есть во время сиесты. А также выходной день по рабочим вопросам. Если, конечно, ваш коллега, ваш друг, то, конечно, звоните в любое время и встречайтесь. Но по рабочим вопросам нет. Что вы знаете о чаевых в Испании? Испанцы не оставляют большие чаевые, а могут не оставлять вообще ничего. То есть обычно стандартно это 1-2 евро. Бывает просто, если, к примеру, вы там купили, не знаю, кофе там с круассаном или вообще такое небольшое что-то, и там просто у вас сумма вышла с копейками, вы просто, может быть, целые деньги, там, например, там было 10 евро 20 центов или там 10 евро 70 центов, и вы оставите 11 евро, то ладно, это нормально, либо вообще не оставите ничего. Но если, допустим, даже вы сходили в ресторан, поужинали с компанией, там даже из 10 человек, вы можете спокойно оставить 2-3 евро, и никто не обидится. В чем еще такая особенность, то что политика ресторанов разная. В одних ресторанах вот то, что чаевые, которые вы оставили, они потом распределяются между всеми официантами. Но а есть кафешки, в которых все чаевые забирает себе хозяин. И, соответственно, официантам от этого ничего не перепадает, то есть и никакой пользы не приносят. Есть рестораны, в которых в принципе не оставляют чаевые, там не принято. Это так. Вас это удивило? То есть тут не как в Америке, где там определенный процент, там, я не знаю, 10, 15, 20% оставляют чаевых. Или, допустим, как в Италии, то, что бывает часто уже в ваш счет включено коперто, то есть это обслуживание, и там уже указана сумма именно чаевых. В Испании такого нигде нет, и только зависит от вашей щедрости. Да, есть какие-то такие более крутые рестораны, там это уже от людей зависит, которые хотят и оставляют большие чаевые, но в целом это не так. Также, что еще испанцы не делают, они не оставляют своего родственника в больнице одного. То есть, если кто-то заболел, не знаю, муж, жена, папа, мама, брат, сестра, неважно, то они обязательно всегда, естественно, навещают, и кто-то оставляется на ночь. Только вы не думайте, там нет никакого, ни дивана, ни кровати, то есть спать вам удобно не получится. Обычно рядом с койкой больного находится просто кресло, либо стул, и вот такой неудобной позе вы спите всю ночь. Но так принято, то что никогда своего родственника не оставляют. Но только если человек уже, в принципе, себя хорошо чувствует, либо реально от вас никакая помощь не нужна, достаточно, что медсестра находится, то тогда уезжают и дома уже спят. Но в целом очень часто ночуют. И в чем еще тут есть плюс, то что если ваш близкий родственник, это мама, папа, там, брат или там, муж, жена, попали в больницу, то вы можете спокойно взять 2 дня оплачиваемых от работы. Это большой плюс. Единственное, конечно же, нужно принести справку с больницы, что вы именно там находились. Но с другой стороны, если у вас заболел ребенок, то вам не дают тут больничный по уходу за ребенком, как в России. Вот такая двоякая система. Есть свои плюсы и минусы. Но это так. Друзья, ну вот я и рассказала все пункты, которые я замечала, чем испанцы отличаются от нас, что они не делают. Пишите, какой вас пункт больше всего удивил. И, может быть, что-то вы еще замечали в Испании, также пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Также, если вас интересуют какие-то темы об Испании, испанцах, тоже пишите. А также не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. Ну что, до встречи в следующем видео. Адьос, пока!